you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные внутриканальные наушники от компании ZSIN стоимостью около $100. И приходят они в очень большой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение наушников и указано название этой модели Vermilion Flame. Ну а здесь сзади имеется график частотной характеристики и были указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм с композитной диафрагмой, покрытой титаном, и два арматурных излучателя, а чувствительность составляет 100 дБ, и они получили сопротивление 30 Ом, и на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Небольшой фирменный кейс. Инструкция по использованию наушников. Ну и один набор силиконовых амбушюр. Эти наушники получились очень небольшие, и они были выполнены из черной смолы с приятным оформлением лицевых панелей с красными нитями, дополнительно украшенные серебристыми логотипами компании. Но здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом располагается единственное отверстие для компенсации, которое хорошо справляется со своей задачей. Но звуковод тут был выполнен из металла, он имеет длину около 4 мм, диаметр 5 мм, а также он получил хорошо выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. И конечно он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Но сидят эти наушники в ушах просто превосходно, причем настолько, что я реально удивлен, как плотно и надежно они фиксируются и обеспечивают отличную звукоизоляцию. К тому же их комплектный кабель оказался очень хорошего качества, и поэтому вы без каких-либо проблем можете сразу использовать наушники именно с ним, что лично я и сделал. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников ZSIN Vermilion Flame. И первое, что мы здесь видим сразу, это явное усиление низких частот на 10 дБ с плавным и грамотно выполненным переходом к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено чуть меньше уровня моего таргета, из-за чего эти наушники звучат достаточно нейтрально, но с очень хорошим насыщением, банально для того, чтобы подача не была излишне скучной и мониторной и обладала все же достаточным драйвом и энергией. А вот высокие частоты тут, на мой взгляд, очень даже хороши, поскольку они продолжительные и лишь плавно затухают уже после 15 кГц, что является хорошим результатом. Ну а теперь давайте обсудим, как все это уже будет ощущаться на практике. Ну и начнем с низких частот, которые в этих наушниках получились очень динамичными, быстрыми и точными. Но сразу скажу вам, что это точно не вариант для тех, кто ищет максимально сверхмассивный или доминирующий бас, поскольку здесь его количество, на мой взгляд, было подобрано очень грамотно. Да так что саббас обладает достаточной глубиной и приятным ощущением веса, а мидбас уже получился более выразительным, хлестким и панчевым в своей подаче. При этом бас тут радует хорошей текстурностью и прозрачностью, быстрой атакой и довольно плавным затуханием, благодаря чему совершенно он не перегружает музыку и точно не пытается перетянуть все внимание на себя. Причем неважно, слушаете вы там металл, электронику, рок или что-то вообще более спокойное и атмосферное, низкие частоты всегда ощущаются очень уместно и уверенно, и они прям хорошо добавляют музыке необходимый фундамент, сохраняя при этом отличную читаемость, контроль и ощущение некоторой легкости. И в итоге получается действительно такой универсальный бас, который делает ставку не на какое-то там сверхогромное количество, а на качество, баланс и удовольствие от прослушивания. Ну а средние частоты получились в меру
насыщенными, с хорошей энергией и драйвом, но совершенно без какого-либо утомления. И здесь они явно идут по пути комфорта и музыкальности, при этом не теряя в информативности и сохраняя хорошую проработку различных нюансов записи. Поэтому вокал звучит естественно, с приятной телесностью и правильной подачей, а инструменты обладают хорошим весом и насыщением, и воспринимаются прям реально очень живо. При этом середина точно не кажется ни сухой, ни чрезмерно аналитичной, а наоборот позволяет вам получать удовольствие от музыки с отличной передачей ее эмоциональной составляющей. И на мой взгляд, она точно не пытается навязать вам какой-то определенный характер, а скорее очень естественно раскрывает разные жанры, благодаря чему слушать эти наушники действительно очень интересно. Причем я отмечу, что характер этих наушников довольно заметно меняется в зависимости уже от источника. И, например, с таким новым плеером, как Shanling M0 Pure, подача становится более нейтральной, плавной и спокойной, а с ЦАП-усилителем SMSL звучание приобретает больше насыщенности, плотности и эмоциональности. Поэтому, ребята, здесь действительно есть где разгуляться. И подобрать характер звучания уже под свои предпочтения будет вполне реально. Более того, эти наушники действительно очень здорово масштабируются вместе с источником, что лично для меня всегда является большим плюсом. А вот высокие частоты, на мой взгляд, здесь получились просто отличными. И серьезно, друзья, для этого бюджета это очень крутой результат, поскольку они достаточно техничные, детальные, чистые и очень естественные по тембру. При этом высокие частоты совершенно не пытаются впечатлить вас какой-то излишней яркостью или подчеркнуть каждую мелочь любой ценой. А наоборот, на слух здесь все звучит прям очень спокойно, аккуратно и сбалансированно. И самое главное, что есть хорошее количество воздуха, достойная проработка мелких нюансов и очень приятное ощущение общей чистоты, но при этом полностью отсутствует та самая раздражающая резкость или зудящая подача, которая так часто встречается в недорогих и даже дорогих моделях, благодаря чему даже длительные сессии прослушивания этих наушников проходят максимально комфортно, а желание убавить громкость со временем у вас попросту не возникает. И вот как инженерам удалось настолько удачно совместить комфорт и детализацию в этом бюджете, для меня, ребята, остается загадкой. Но результат, на мой взгляд, действительно здесь получился очень достойным. Да, безусловно, до флагмана ZSyn Imperial Star они не дотягивают по уровню технических возможностей, однако в своем ценовом сегменте, ребята, это очень грамотные и по-настоящему удачно настроенные высокие частоты. И я даже не знаю, к чему тут вообще можно придраться. Ну и звуковая сцена тоже оставила у меня очень приятные впечатления, и она получилась оптимальной по своим размерам, с правильным построением пространства, хорошей шириной, достойной глубиной и очень даже уверенной локализацией. Все планы разделены достаточно четко, инструменты легко отслеживаются в пространстве, ну и сама сцена воспринимается естественно и, как бы я бы сказал, непринужденно. При этом музыка буквально дышит, и поэтому у вас не возникает здесь ощущения какой-то зажатости или нехватки воздуха даже в более тяжелых композициях. Да, может, это не самая какая-то огромная сцена в своем классе, но она прям отлично была организована и очень хорошо соответствует общему характеру этих наушников. И все воспринимается прям именно так, как и должно быть, благодаря чему звучание получается максимально цельным и реалистичным. И поэтому слушать эти наушники действительно легко и комфортно, практически на любом музыкальном материале, а сама сцена отлично завершает общую очень сбалансированную картину звучания. Ну и в итоге я пришел к тому, что ZSyn Vermilion Flame — это удивительно хорошо сбалансированные гибридные наушники, в которых не стали делать ставку на какой-то один диапазон, а постарались добиться максимально гармоничного и сбалансированного звучания без каких-либо крайностей. И поэтому в результате здесь получилась очень универсальная, комфортная и достаточно техничная подача, которая одинаково хорошо справляется как с тяжелыми жанрами, так и с более спокойной музыкой. И именно благодаря такому балансу эти наушники оставили у меня исключительно приятные впечатления. И поэтому от себя я смело рекомендую их покупки. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.